Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы вновь рады вас всех приветствовать на нашем канале. Сегодня мы приехали на новую локацию. А вот с чем связано это место и какова у него история, давайте посмотрим закадрово. Сегодня мы с вами посетим очень интересное, загадочное и, по словам многих местных жителей, весьма аномальное место. Оно некогда было базой ПВО, с которой следили за самолетами НАТО. Сейчас же от бывшей базы противовоздушной обороны остались лишь остатки от строений, ямы, которые когда-то служили позициями для ракетных установок. Но в основном здесь сплошные руины и холмы, под которыми навечно погребены помещения. Например, такие как бункера, топливный склад, командный центр, а также пункт управления базой, ее мозговой центр, напичканный электроникой. Так как в основном все здания находились под землей, их просто частично разрушили и засыпали огромной толщей грунта навсегда. Когда мы приехали туда, по ощущениям, действительно было понятно, что непростое это место. Место, где ночью точно будет, мягко говоря, не по себе. В интернете мы нашли информацию о том, что не так давно здесь побывала команда космопоиска. Они тоже обследовали это место на наличие аномалий, и, по их словам, она тут скорее присутствует, нежели чем ее нет. Есть там такое место, где раньше было КПП. Там же находился спортзал. И, по словам жителей соседней деревни, именно оттуда и начинается некая аномальная зона. Якобы невидимое существо следит за одинокими путниками и грибниками. Людей в этот момент охватывает панический страх. Они хотят уйти, но, блуждая по кругу, не могут выбраться. И в конце концов оказываются возле страшных могильных плит, которых здесь и в помине не было. Также большинству людей являлся здесь некий призрак, и теперь они избегают это место. Интересно и то, что сама группа космопоиска столкнулась с чем-то непонятным. По их словам, в том самом месте, где раньше находился спортзал, неожиданно раздался резкий звук, будто кто-то наступил на ветку. Они замерли в ожидании, что кто-то выйдет, но никого не было, и впоследствии тоже так никто и не появился. В целом, они охарактеризовали это место так. Пребывание на территории бывшей военной базы подавляет уже изначально. Экологическое равновесие здесь сильно нарушено, но похоже, что проблема не только в этом. Неприятное ощущение не оставляет даже там, где, казалось бы, все чисто и нормально. Негатив исходит отовсюду. Друзья, ну а мы хотим заметить, что люди, которые столкнулись там с чем-то необъяснимым, включая группу космопоиска, которая в свою очередь подтвердила негативную энергетику этого места, были там только лишь днем.
А нас же интересует, что там можно зафиксировать, увидеть, ощутить ночью. Если разговоры об этом месте верны, то нам кажется, что у нас есть некоторые шансы что-то уловить нашей Kinect-камерой, камерой ночного видения, фотофиксацией и, конечно же, записью тишины и разбором ЭГФ. А пока мы хотим ознакомить вас с этим эпичным местом, прогуляться вместе с вами по территории бывшей базы ПВО, показать все то, что там осталось, возможно, почувствовать, какая здесь царит атмосфера днем. И, конечно же, вернуться сюда, но уже ночью. Итак, ну что, друзья, приятного вам всем просмотра и увлекательной прогулки.
Но это еще не все, потому что это место по ряду причин нас заинтересовало еще больше в связи с определенными обстоятельствами, которые у нас сложились. Сейчас мы поподробнее расскажем. Просто дело в том, что не было бы тех обстоятельств, мы бы и об этом месте не узнали на самом деле. Ну, В общем, да. Получилось это достаточно случайно. Случайно. Мы не так давно собрались с друзьями и приехали вот в эти посадки, вот здесь вот недалеко, просто на пикник проводить, так сказать, лето, ну, закрыть сезон. И очень интересным образом сложились как раз-таки обстоятельства. В общем, приехали мы сюда, расположились, все было нормально, все хорошо, но один человек из нашей компании почему-то почувствовал себя здесь неуютно и Тревожно. тревожно, да, какая-то тревога. Мне, говорит, здесь не нравится, давайте лучше уедем отсюда. Мы, конечно, успокоили человека, но собрались и уехали. В общем-то, другое место мы подыскали и успешно посидели там. Ну да. Но потом все-таки мы вспомнили про это место, и почему здесь человеку стало тревожно, нас это заинтересовало. Да, он еще сказал, мол, такое впечатление, как будто бы за нами кто-то следит. Вот неприятно, очень угнетающе. Я не могу, говорит, здесь себя чувствовать вот комфортно, чтобы просто посидеть, отдохнуть. Вот такая тревога была просто, ну, действительно, как нам показалось, необоснованная. Поэтому мы решили поискать историю об этом месте. Да, сейчас мы немножко покажем вам само место, что здесь такое находится, располагается. И вот, что самое интересное, после того, как произошел вот этот случай с нашими друзьями, мы сюда приезжали просто ознакомиться с этим местом, ну, перед тем, как ехать сюда снимать. Мы прогулялись по лесу, просто ознакомились пешей прогулкой с этими вот местами. И вдалеке лично я увидела крест. Стоит крест между деревьев. И я еще вот Тане говорю, Тань, смотри, крест. И мы такие, да, пойдем подойдем. Ну, мало ли, да, может быть, что-то произошло там, может быть, просто обозначено место какой-то трагедии. И когда мы стали подходить к этому кресту, он просто волшебным образом исчез, его не было. То есть вот мы чем ближе к нему подходили, он как-то за деревьями терялся, и в итоге мы его так и не нашли. И вот он пропал. То есть если брать вот ту легенду, которая здесь ходит от местных, и тот случай, который конкретно с нами произошел, наверное, здесь есть что-то общее. Да, мы не видели кладбищ, но тем не менее что-то вот такое было. Место действительно очень интересное и достаточно загадочное. Что здесь происходит и происходит ли, мы, конечно же, об этом постараемся узнать в ночном выпуске. А пока мы просто немножечко прогуляемся. Сегодня очень пасмурная погода, и, к сожалению, мы с собой не взяли освещение, поэтому пока светло, мы быстренько прогуляемся по этой местности. Но здесь есть еще одна история вот по поводу дороги. По поводу дороги, да, хотелось бы добавить, как мы также узнали из источников в интернете, что эту дорогу, она находится неподалеку, если вы можете видеть, там проезжают машины. Вот, вон видно, наверное, да. Да, вот за этой насыпью. Ее строили военнопленные немцы. То есть, скорее всего, они наверняка уж и погибали на этой дороге. То есть... Ну, не наверняка, это прям уже есть определенные случаи. Даже где-то рассказывали, кто конкретно погибал. Были списки. Угу. То есть немцы, которые умирали, их хоронили прям вот здесь. То есть никаких кладбищ, ничего. Возможно, вот с этим как раз-таки и связана вот эта история. Да, я тоже хочу как бы сказать в пользу этого, потому что, более никаких очевидных признаков того, что здесь реально было кладбище, нет. Можно связать с этим, поэтому давайте не будем терять времени и пойдем немножко прогуляемся, посмотрим. Да, пойдемте. Так, начнем, пожалуй, с того места, которое нас очень заинтересовало. Здесь эта насыпь не зря.
Здесь очень много таких насыпей. Да, но это самое, по-моему, высокое. И ближайших, да. Да. То есть, где вот такие насыпи, это были какие-то здания. В основном, как мы слышали, как рассказывали, в основном здесь вот на этой базе военной здания были внутри, то есть под землей. Угу. И вот можете видеть вот эти холмики, это как бы тоже все здания, но они находились под землей. Сейчас все это завалено. Некоторые были, то есть построены на земле, но их не так много. Наземных построек практически не осталось. Мы там покажем, вот да. Развалины. Угу. То есть их немного было. Ну, это там спортзал, столовая, прочие такие вот здания. Но в основном они были под землей. Пройдемся немножко. Здесь, конечно, очень опасно в плане того, что еще местами осталась очень колючая проволока. Да. Вот, кстати, осторожно, ты сейчас на нее наступишь. Есть, да? Да, вот. Ага, вот. Если вам видно. В общем, здесь, как вы можете понять, тоже была постройка. Очень часто сюда приезжают копатели черные. Ну почему сразу? Почему черные? Почему сразу черные? Ну, тут можно даже видеть по вот таким вот ямкам. Вот здесь, да, вот оно было, это здание. Даже видно, вот, да, вот такой огромный квадрат. Ну, прямоугольник вот такой. Я пройду сейчас вдоль. Ох, успеем ли мы сегодня вообще пройтись-то? Вот, кстати, хорошо видно часть постройки оставшаяся. Плиты перекрытия, все это уже развалили. Но здесь была точно наземная постройка. Ну там наверху видишь, что это? Так, сейчас пройдем. Да, опасно здесь немножко ходить, и тем более в такое сумеречное время. Да, видишь? Угу. Какой-то, что это? О, это уже интересней. Нет, здесь, как это называется? ДОТ. Да. Наблюдение, что-то было. Да, пункт наблюдения. Вот, осторожно, здесь. Вот здесь проволока. Я, по-моему, уже в нее ступила. Слушай, мы фонарь, конечно, не взяли. Может, хоть телефоном посветить. Телефон. Давай, включай. Хотя бы так. Уже, конечно, весь развален. Ну, давайте заглянем. Да. Давай, я зайду, покажу. Здесь, конечно, смотреть похоже не на что. Да, без фонаря, конечно, плохо. Большой, да? Да, сюда, собственно, здесь, наверное, была лестница. Так. Да, и наверху туда забирались. То есть сюда забирались, спрыгивали, отстреливались. Сейчас мы наверх поднимемся, посмотрим. Держи. Ну, он тебе, наверное, нужен фонарь? Фонарь, да не знаю. Но проволока здесь везде прям. Нет, я здесь не поднимусь. Лучше здесь, да. На, возьми фонарь. Очень крутая насыпь. Возможно, вы сможете как бы масштаб. То есть вот настолько высоко. А вот, собственно, сам ДОТ, где отстреливались. Вот они. Вот они, отверстия, в которые вставлялось оружие.
Так, очередной ров на нашем пути. Ну, собственно, остатки, плиты. Смотри, сколько накопали. Вон там целый. Вот ров. Ну тут нет ничего, мне кажется, вот там. Да, там пойдем большой. туда, к дороге. Да. К дороге. Ну скажи, может у тебя какие-то ощущения есть? Сейчас, конечно, еще, в общем-то, день, несмотря на то, что очень темно. Ну, ощущения на самом деле такие неоднозначные. Я не могу сказать, что жутко или как, но немножко вот начинается такое вот ощущение тревожное. Может быть, просто это уже мозг накручивает. Ну, когда, да, историю знаешь, ты начинаешь Додумывать. додумывать, Да. Такое естественно. может быть. Это уже Так. развально. Да. То есть вот они все. Что здесь было, мы не знаем. Ой, да, вот здесь уже интереснее. А тем временем темнота-то сгущается. Ну да. Хотелось бы в более светлое время Мы суток. рассчитывали, что так получится. Думали, днем все успеем отснять, но не успели. Не всегда бывает такая возможность пораньше выбраться. Ага, Ого. вот это уже интересно. Ну, это интересно. Вот это уже интереснее. Так. Подвал. Это Да? как раз-таки, наверное, спуск в помещение. Слушай, ну здесь лестница, конечно, так себе. Ну, понятно, здесь её Поэтому аккуратненько. Эх. Ну, Так, так. освещение взять. Да. Я не думала, что просто так потемнеет. Но крыши уже нет. Ну да, понятно. И вот, собственно, Ага. сами руины. Интересно, что здесь было, да? Ну, можно только догадываться. Ну да, какие-то катакомбы. Так это, собственно, и было все под землей. Посмотри, там вообще да, дальше. это под землей было, да. Я тебе говорю, здесь вот, ну, большинство зданий, Ой. они все под землей. И просто их засыпали. Природа. Как красиво. Деревце растет. Да, здесь ходить-то опасно. Ну да, здесь вообще. То есть вот она, огромная постройка. И без фонаря тоже надо, конечно, это надо днем. Смотри, как Она интересно, огромна. стены такие. Да. Но это укрепление идет. Вот разруха здесь, конечно, полная. Мгм. Ну что, пойдемте дальше? Пойдемте дальше. Выходим Мгм. отсюда. Вот здесь, по-моему, безопасней. Здесь вот Ну, давай, входить. выходи. Относительно. Окунемся в историю. Так, палка. Аккуратно. Ну, какая арматурина. Да, вообще. Вот провода даже еще остатки. Вот уж строили, так строили. Стены, так стены. Не то, что сейчас. Картонные Ну, коробки. Это же военка. Конечно. Нормально? Это же не жилые дома, которые с картона. Друзья, как вы, наверное, уже поняли, мы приехали в другой день.
Потому что в тот день мы так и не успели снять, ну, чтобы в светлое время суток, чтобы показать вам хотя бы немного, что осталось от этой территории, от этой военной части. Да, поэтому, ну, быстро очень темнеет. Сегодня, к счастью, солнечно. Немножко подморозило. В тот день еще и дождь начался. Поэтому сейчас мы с вами пройдемся по территории, покажем самые такие эпичные постройки, которые остались здесь. Да, и думаю, наверное, нужно дойти до того места, где нам в прошлый раз показался крест. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Собственно, вот она, первая постройка, которая на нашем пути. Точнее, то, что от нее осталось. Да, здесь, к сожалению, все, как вы поняли, уже разрушено давным-давно. Ну да. Здесь даже что и было, все специально разрушили. Конечно, такие вещи не оставляют. Тут даже и не пройдешь. Ну, кое-что можно увидеть. Ну, я думаю, нам надо пройти вот так. Вон там, кстати, тоже еще одна постройка есть. Видно даже стену. Стена осталась. А, просто стена. Мгм. Упс. Там тоже он строил. Мгм. Так. Пойдем посмотрим, что здесь такое. Ну, здесь просто руины, здесь непонятно даже что. Ну да, вон там что-то большое. Куда пройдем? Пойдем. Так, здесь надо ходить аккуратно, потому что очень много колодцев и каких-то подземных, я не знаю, что это там было. Может быть, какие-то погреба у них были, я не знаю. Вот где-то здесь то есть их не видно особо, а вот так вот идешь и яма. Ну, понятно, опасно. А вот, кстати, ямы видны. Это не такое. Они из кирпича выложены. А, ну это как называется? Я не очень разбираюсь в этой военной тематике. Если кто-то знает, сейчас мы найдем, покажем, что это такое. Ну, типа как траншеи, что ли, да? Да нет, они небольшие. Небольшие. Как погребок. Ну вот здесь тоже осталась, ну, только стена, да? Угу. Да, здесь ничего, просто стена. Наверняка сюда. Там вот тоже было здание, оно наверняка было под землей, как мы уже говорили. Вот там холм, видишь, такой. Короче, основная часть построек, я так подозреваю, была здесь. Наземных, я имею в виду. Наземных, возможно, да? Да, вон какая-то. Не знаю, что это за Да, вот там проваленная траншея. Куда пойдем дальше с тобой? В какую сторону? Так. Немножечко прогулялись вперед и дошли до очередной постройки.
тоже ямки. Смотри. А, вот, да. Ребят, Глубокие, это вот уже... ну нет, это засыпали. скорее всего относится к самой постройке. Может быть, какой-нибудь колодец. Не знаю, вот таких много здесь. Ну-ка. О. Дона. Опа! Сверху посмотреть. Что там еще есть? Там одни стены, вот с этой стороны пойдем. Я просто хотела. Кто-то туфельку потерял. Ну так, вот аккуратно, только здесь кругом проволока. Угу. Ну, здесь-то, наверное, вряд ли. Ну, везде уже раскидали. Интересно. Материал. Ребят, если кто разбирается, есть какие-то предположения, что бы это могло быть? Может, гаражи? Гаражи, может. Техника, может, стояла. Ну да, обширное достаточно помещение. Вполне возможно. Ого. Разбомбили тут конкретно. Ну, вот так просто. Сейчас, погоди, там что-то такое лежит. Что это, интересно? Да вот и я смотрю. Вот это. Это... Да плитка это какая-то. Это, похоже, этой плиткой было выложено здесь. Я думала, что-то такое важное. Так. Нам надо, наверное, вот... Да. По Наверное. идее, территория уже вот там заканчивается. Здесь, да, здесь идет, по-моему, граница. Мы по карте посмотрели, немножко ознакомились с местностью. Здесь по периметру посажены деревья густым сплошняком. Так. Это вот, похоже, стенд от грузовой машины. Ну, похоже. Военный. Да. Угу. А он колесо. Остатки былой роскоши. Ох, встретить бы. Ну тут, наверное, уже все разворовали. Что-нибудь интересное. Ох, колючка смотри. Ага. Чуть на нее. Точно, это не видно тут. Немного вам дороги покажем. Здесь на самом деле между объектами, судя по всему, очень большие расстояния. Вот как выглядит эта постройка с другой стороны. Ну, с этой стороны тоже что-то было. Здесь уже все снесли, видишь? Да. Ну, здесь вот пристрой был конкретный. К краям постройки были, вон там тоже видно. Да.
Здесь тоже, видишь, насыпь, здесь тоже что-то было. Ну, это, вот как скорее раз всего, под землей, которая... это, скорее всего, какие-нибудь противотанковые рвы. Зачем? Не. Стройку. Уже даже плиты лежат. Но вот это вот нет, эта насыпь, она для того, чтобы сюда не заехали, не, так сказать, вражина сюда не забрался. Как видишь? Ну там да. Была. Вот, заледенело. Не смогу показать, наверное. Как в детстве. Опа. Мы не могли это не сделать. Мы решили со Светой немножко разделиться. Она пошла одно место обследовать, а меня заинтересовала вот эта вот нора. И судя по всему, наверное, это сделало, возможно, животное. Так. Ну. Сейчас посмотрим немножко вглубь. Очень похоже кого-то. Интересно. Так, пока Таня пошла в одну сторону, я пройду вот сюда. Впереди виднеются холмы большие. Возможно, там еще что-то сохранилось, поэтому мы вот как раз туда хотим пройти. Да, вот там какой-то большой прям холм. Виднеется какая-то, ну, остатки от постройки. Территория очень большая. Ее, конечно, обойти потребуется очень много времени. Но мы пройдем только по тем местам, где, ну, хотя бы более-менее что-то сохранилось. Ух, вот. Здесь прям такая огромная насыпь. Что здесь такое было? Здесь наверняка было какое-то здание. Так, Таня у меня там где-то осталась. Надеюсь, она меня не потеряет. Нет, ну здесь ничего не осталось, кроме котлована вот этого огромного. Что здесь? Непонятная какая-то сетка, не сетка, не знаю, что это такое. Здесь вам видно? Остатки от, наверное, каких-нибудь тумбочек. Что-то типа этого. Идешь, а вот здесь, скорее всего, подвал или что там было, не знаю, яма какая-то. И там видно прям кирпичная кладка. Не знаю, видно вам, не видно. Вот там кирпичная кладка. Ничего не видно уже, ничего не сохранилось.
Ну тут, мне кажется, знаешь, в пейнтбол играют. А? Скорее всего, да. Ну. Так, вон самый такой большой холм. Я думаю, туда надо пройти. Подожди-ка, Тань. Или нет? А, нет, это не тот. Я думала, мы там были вот в прошлый раз. Спускались вниз. Нет, не он. Нет, это не он. Что-то другое. Там вон тоже огромная такая насыпь. Тоже что-то было. Так. Сейчас мы подойдем. Посмотрим, что это. А дальше... Ну и пройдем дальше. Кстати, вот здесь наверху стоят какие-то штуки. Типа оборонительные, что ли. Я не знаю, видно вам, нет? Но мы попозже подойдем. Вот как раз-таки, мне кажется, это сделали... Ну, наверное, ребята приходят, играют в пейнтбол. Так. Ну что, подходим сейчас. Ого. Выглядит очень опасно. Такие арматуру еще видно. Кольцо такое эпичное. Целая куча мусора. Здесь опасно, конечно, ходить. И тут тоже видно развалины. То есть вот это вот все было под землей. Но я хочу наверх. Посмотри, прям везде вот эти вот. Что это такое? От чего? Ну здесь же были Типа такие... комнаты, какие-то постройки. Вот, вот они, видишь, разрытые. Хотя это, наверное, эти копатели, да. О, тут уже интересней. Посмотрите. Или ты это показывала? Ну я показывала издалека. Поближе. Ого. Я говорю, это, скорее всего, страйкболисты его поставили. Да, это поддон, это... Ты видала? Кто это? Слон? Желтый. Вот, собственно, как она выглядит сверху. Видимо, это как мишень. А, ну просто с другой стороны. Кто-то здесь был. Даже бутылка с водой. Да, это вот оборонительная какая-то стена. Да, это страйкболисты, скорее всего. Или как они там, пейнтболисты. Везде укрепления. Посмотрите, как это выглядит. Да, в прошлый раз мы там были. Просто немножко не успели наверх подняться. А там что-то перегорожено. Вот, пошли лента. туда дойдем. Давай. Здесь, конечно, интересно. Сейчас я вот здесь вот пройдусь немножко. Ходов они тут настроили. Укреплений.
Вот это вот, скорее всего, какая-нибудь дымовая, наверное. Дымоуха, ну. Смотри, а вот там ничего нет? Ух ты, какая-то насыпь. Огромная насыпь, ага. Надо посмотреть будет. Вон еще один поддон. Я схожу. Пойди посмотри. Возможно, это одна из уцелевших построек, которые просто не снесли. Так, ну плита лежит. Может, просто ход завален. Может быть, была постройка. Ну, не может быть, она точно была. Ладно, пока ты там, я пройду сюда. Здесь тоже какая-то, не знаю, котлован какой-то. Просто видите как? В каких-то котлованах еще что-то осталось, в каких-то нет. Какие-то просто пустые. Кругом были копатели, видите? Раскопали трубу какую-то. Так. А, здесь мы, по-моему, были. Да? Вроде бы. Или не были. Не знаю, как я буду спускаться. А, ну отсюда. Интересно, что здесь было. Ну, здесь плиты. 2 плиты лежит. Здесь, наверное, была какая-то постройка. Не знаю, либо это... Либо... Место атмосферненькое, конечно. Предлагаю сходить туда, где лента. Да, пойдем. Я не знаю, но вон там тоже какие-то большие кучи. Можно потом вот туда пройти. Нам как раз ту сторону, помнишь, где крест мой нам показался. Что это? Плита какая-то. Не-не, вот так. Уже сюда захаживают. Естественно. Вот здесь, видишь, близко было. Вон мы там не пройдем. Но. Оу. Свалка. Что же здесь такое? Просто котлован. Просто котлован, да. Интересно. Перегородили-то зачем? Лентой. Ну вот это вот. Вот это вот, смотри, здесь, скорее всего, здесь здания не было никакого. Видно. Вот эти вот тропы
Видишь, сверху это уже искусственно созданная насыпь. Ага. Здесь, скорее всего, ходили солдаты. Наверно. Ну, в общем, это, по-моему, центральная, получается, центральная огневая Нет, а вот точка. Ну, я не знаю, что здесь такое перегородили. здесь вот сделано. Просто так загораживают. Может, метка какая-нибудь? Не знаю. Ну, конечно, они тут провода разделывали. Ага. Как пройдем дальше? Так, Наверное, я туда. думаю, да, вот туда, там же эти еще есть. Ты чё? Вот тут от машины. Спойлер? Да. Кому надо спойлер? Кому спойлер? Кому поспойлерить? Почти новый. О, Круто. от какой модели? Давайте угадываем. Так, мы к насыпи. Ну вот их было, видишь? Угу. Ну, еще остатки плиты. Мгм. Ну, такое ощущение, что здесь ходили Ну, здесь какие-то животные. Видно. как мы с тобой Подожди. приезжали. Да, похоже. Это... Копыт-то, да? Да, это копыта. Может, гости ходят. Может лось, может кабаны. Может, Нет, кабаны. хотя у кабанов тоже такая обычная. Ну, вот размер где-то примерно вот. Для масштабности. Ну, пробегали тут прям активно, я смотрю. Может зайцы копыта одели и пошли. Чтобы запутать следы, да, и, Понятно. и подставить лося. Они хитрые. Точно. Мы их раскусили. Я про что хотела сказать. Мы с тобой когда здесь были, снимали позавчера, по-моему. Угу, Ну, там стояла машина. угу, Это как ее газелька. да. Ну, у меня такое впечатление, что это вот как раз-таки копатели приезжали. Поэтому здесь все свежее, вот это вот нарытое. Возможно. О, гнездо какое на березе. Так, ну там тоже что-то было, да? Да, там тоже видишь. Жалко, конечно, что все это посносили. Грибы. Я на грибы свежемороженые встала. Что это за гриб? Смотри-ка их сколько. Ух ты! Лес-то грибной. Они замороженные. Вот, наверное, что грибники собирали, а потом их... А потом их... Они видели кладбище. Люди, аккуратнее с грибами. Незнакомые грибы лучше не собирать. Ой, ну тоже кто-то. О, Тут тоже кто-то ночью был. это все заяц. Это. О, вот это уже интересненько, туда бы пробраться Слушай, как-то. да. Смотри, какая стена. Оу. Оу. Надо спуститься. Надо спуститься. Надо спуститься. Ой, здесь надо аккуратненько, прям предельно. Да. Потому что тут, похоже, тут под листьями вообще ничего не видно. А камней тут и кирпичей очень много. Так. Где-то что-то может лежать не очень хорошо.
Да, летом мы бы здесь вообще ходить не смогли. Во-первых, ничего не видно за травой. Травы, наверное, здесь, ну, видишь, полный рост. Ну, собственно, вот она, эта стена. Так, собственно, вот на фоне этой стены я нахожусь. Мы немножко поднялись. Света уже ушла туда. Так, а здесь какое-то помещение. О, интересно. Какая-то табличка. Или это не табличка, это, скорее всего, может быть какой-то щиток. Но здесь захода нет. Тоже дорога. Да. Вон там куча мусора, на которую, по-моему, над которой я пролетала. Прозвучало как-то странно. Да. Никто что он успел пролететь. Ну, какое-то лобное место. Да. Так, еще хотела показать вот на обратном пути. Сейчас я пройду поближе. Там, похоже, стояли какие-то ракетные установки, потому что остались огромные-огромные такие круглые колодцы. То есть вот она здесь, площадь такая обширная, открытая. Их мы видели, когда облетали эту территорию. Собственно, отсюда я и поднималась с квадрокоптера. То есть вот подъездные пути к ним, остатки дороги. Здесь, видимо, стоял, скорее всего, какой-нибудь шлагбаум или пост. О! Лед. Кто так делал в детстве? Наверное, все. Так, вот как раз, собственно, дорога непосредственно. И где-то здесь они должны быть. Сейчас попробую посмотреть. Ага, здесь тоже была постройка. Ой-ой-ой. Остатки фундамента. А сами колодцы они, по-моему, поотдали. О, ну выглядит это, конечно, вообще. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это эпично. Он огромен. Где-то должен быть второй. Где-то рядом. Ага, вижу. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, ребят, кто знает. С квадрокоптера съемку вы уже наверняка посмотрели. Может, кто-то из вас знаком с военной тематикой. Обязательно пишите в комментариях свои версии.
Ну, в общем, ребят, где-то в районе вот в этом, вот где деревья, он, собственно, нам и показался, этот крест. Я вот просто помню, вот как ориентир. Здесь тоже такие небольшие насыпи. Это, кстати, неподалеку от дороги. Да, дорога вот прям, деревья заканчиваются, идет дорога. Но потом ее покажем, когда поедем. Ага. Где мы с тобой встанем? Ну, наверное, Ну в давай этой... пройдем туда дальше. Вот. Давай немножко пройдем, да, и послушаем. Вот так вот нашли с тобой. И вот где-то вот там вот показался, да, где-то вот. Угу. Да, в том районе где-то. Ну, я помню, тут Может быть, целое... конечно, это ветки так, ну, показались. Не знаю. Может, обман зрения какой-то был. Ну, двоим же не могло показаться, ну. Да запросто, Свет. А сколько было Знаю. раз такое, что ни одному человеку. Ну, давай встанем Ну, где-нибудь здесь. кстати, вон там тоже какая-то насыпь. Ты про вот ту, что ли? Да. Там просто насыпь, ничего там нет. Не пойму. Скорее всего, да, просто насыпь. Слушай, ну давай где-нибудь вот здесь. Давай. Ну что, друзья, давайте попробуем послушать тишину и зададим пару вопросов. Ты думаешь, стоит задавать? Ну, Ну, я давай. так понимаю, что грибники ходят утром, днем, Угу. поэтому почему нет? Наверное, стоит. Ну, давайте попробуем. Дух этого места. Ты можешь себя проявить стуком, скрипом, голосом? Дух этого места. Прояви себя стуком, скрипом, голосом. Дух этого места. Прояви себя, пожалуйста. Там машина едет, сейчас проедет. Так, ну что, еще раз. Еще раз, да. Дух этого места. Прояви себя, пожалуйста. Стуком, скрипом, голосом.
Стуки. Ну, очень глухие. Угу. Но были. Надеюсь, это записалось. Не знаю, как тебе, но мне такое ощущение, может, просто у меня слуховые галлюцинации. Голос? Голоса как Я будто тоже бормотание. слышала, да. Как будто бормочет Как будто кто-то. кто-то бормочет. Я надеюсь, на камере будет слышно. Но вот в этой тишине, вот когда все прям стихло, Мгм. непонятно, что-то такое Давай было. еще раз попробуем. Дух этого места, пожалуйста, прояви себя еще раз. Стуком, скрипом, голосом. Странное совпадение. Как будто бы, знаешь, по дереву стучат палкой. Я слышу какие-то глухие, да. Глухие. Какое-то совпадение дурацкое. Только ты что-то спросишь, начинает каркать ворона где-то вдалеке. Может, Дух? извини, может, надо было просто туда вглубь куда-то пройти. Ну, это ладно, это... Ну, самое интересное это здесь. Во-первых, здесь дорога. Здесь также хоронили вот этих военнопленных. Угу. И нам здесь же показался крест. Ну, смысл туда идти. Давай вот так спросим. Дух этого места. Вот в прошлый раз, когда мы приходили, и нам здесь показался крест. Это какое-то аномальное проявление было? Или это нам просто показалось? Дух этого места. Спасибо тебе за то, что ты с нами пообщался. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Я надеюсь, что хотя бы что-то получилось записать. Но вот эти стуки прям были четкие. Ну как, ну вот эти вот глухие, как будто по дереву. Да, вот этот какой-то разговор непонятный тоже был. Смотри, какое дерево. Я все еще прислушиваюсь. Интересно. Ворона-то каркает, но стуков-то нет больше. Интересно. Интересно, друзья, ну надеемся, что что-то получилось. Да, если что-то получилось у нас услышать, вычленить, так сказать, в этой тишине, то вы обязательно это услышите в конце выпуска, Да. по традиции. Ну да. Но здесь интересно было бы посидеть подольше и послушать. Ночью. Ночью. Я думаю, что ночью мы сюда придем. Может быть, вот как раз здесь поставим камеру ночного видения. А мне хотелось бы все-таки где постройки, потому что... Но можно в 2 местах будет поставить, и там, и там. Угу. И кинокамерой пройтись, прогуляться. Что-то мне показалось, тут там кто-то шел. Это, скорее всего, показалось. Солнце уже садится, Да, поэтому, всё, наверное, мы
Будем потихоньку закругляться. Ну что, друзья, наверное, на этом мы будем заканчивать нашу дневную экскурсию по этому месту, дневную разведку. И вернемся сюда ночью. По традиции. Да, поэтому надолго не расходимся. Ну а мы, конечно же, надолго с вами не прощаемся. Скоро увидимся в ночном выпуске. Всех обнимаем. Всем пока. И помните, вы у нас Лучшие. самые лучшие. Пока-пока. Пока.